Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб. И вот наша история на сегодня. Сегодня у Юли и ее папы Матвея Ивановича был тяжелый день. 40 дней прошло, как умерла ее мама. Они заказали обед в кафе, куда пришли немногочисленные друзья и коллеги Инны Васильевны, а после поехали домой. Дома тетя Аня, так всегда Юля называла горничную, приготовила ужин. Они сели втроем за стол. Тетя Аня была в их семье очень давно. Она начала работать еще до рождения Юли. Сегодня Юле в кафе не лез кусок в рот, но тетя Аня умеет подобрать слова, и девушка наконец-то поела. После ужина тетя Аня достала конверт и протянула его Матвею Ивановичу. Тот вопросительно посмотрел на горничную. Когда Инночка чувствовала, что скоро ее не станет, она написала вам двоим письмо. Просила передать после 40 дней. Я знаю, что там. Она мне рассказала. А сейчас оставлю вас вдвоем. Матвей Иванович открыл письмо и начал читать вслух. Дорогие мои родные, если вы читаете это письмо, значит, Аня сдержала обещание. Я вас очень люблю и буду любить всегда. Юлечка, ты не все знаешь о том, как образовалась наша семья. Наш брак был по расчету, так решили родители. Но мы с твоим папой полюбили друг друга и всегда любили тебя. Матвей, ты не знал, что до тебя у меня был любимый. Но родители мои запретили нам быть вместе. Когда они узнали, что я от него беременна, то перевезли меня в деревню к бабушке. Только на роды я вернулась сюда, в город. У меня родился мальчик. Я назвала его Ванечкой. Но потом мне сказали, что ребенок умер. Внезапная младенческая смерть. Я очень переживала, впадала в депрессию и, возможно, даже поэтому так легко согласилась на брак по расчету. Мне было все равно. Но ты смог сделать меня счастливой, и я искренне полюбила тебя. Спустя 7 лет я узнала, что мой сын не умер. Это родители сделали все так, чтобы я его не оставила себе. Я нашла его в детском доме, но забрать не могла. Я так и не решилась рассказать вам обо всем. Только иногда ходила мимо того детского дома, а потом уговорила тебя стать благотворителем. Сейчас, когда я умираю, я хочу попросить вас рассказать Ване правду. Его фото в конверте. Он хороший мальчик и должен знать, что на этом свете он не один. Извините, что переношу на вас ношу, которую сама не смогла снести. Люблю вас, мои дорогие. По щекам отца и дочери текли слезы, но Матвей Иванович быстро их смахнул и сказал: «Нет, мы не будем. Знаю я этих воспитанников детского дома». «Пап, но так ведь нельзя. Мама нас попросила. Да и не все такие плохие, как твой бывший друг». Аня прекрасно помнила историю, как чуть не подставил дядя Егор папу. И теперь папа считал всех с детского дома обманщиками. Я сказал «нет» и точка. И он швырнул конверт в мусорное ведро, встал и ушел к себе в кабинет. Юля аккуратно достала конверт. Она сидела и смотрела на фото, даже не заметила, как зашла тетя Аня. «Тетя Ань, и что мне делать?» «Слушай свое сердце и поступай так, как решишь». На следующий день, втайне от отца, Юля начала свои поиски брата. В детский дом она попала легко, так как ее семья давно были благотворителями, и ее там прекрасно знали. У директора не возникло вопросов, когда Юля попросила посмотреть альбомы выпускников. Там она нашла своего брата. Он был старше ее всего на 2 года. Дальше, поболтав с нянечкой, она узнала, куда в основном поступали учиться выпускники. Уже на следующий день, благодаря связям, она узнала, в каком техникуме учился брат. А вот на поиски адреса проживания ушло больше недели. Если бы отец принимал в этом участие, то было бы быстрее. Но она держала все в тайне
и только тетя Аня рассказывала о том, что узнала. «И что, теперь пойдешь знакомиться?» «Не знаю, тетя Ань. Думаю, сначала просто понаблюдать. Общих знакомых у нас точно нет. Кого-то нанимать я не хочу. Поэтому понаблюдаю сама. Тем более на работу мне выходить только через пару месяцев. Отец дал передышку после института и смерти мамы. Еще неделю Юля наблюдала за братом. Она узнала, где он работает, каким маршрутом ходит домой. Заметила, что тот не посещает кафе, а покупает продукты в магазине. Он всегда помогал кому-то, то пакеты донесет, то нищему подаст. Юля все больше убеждалась в том, что брат ее хороший человек, но без личного знакомства это не понять. И у нее родился план. Вечером она заехала в недорогой магазин и купила себе простенькую одежду. Когда приехала домой, спрятала сумку в комнате, а за ужином сказала, что хочет на неделю уехать к подруге и немного развеяться. Подруга действительно приглашала ее провести неделю в деревне, где много свежего воздуха и практически нет связи. И если б не ее план, то она бы обязательно поехала. Отец одобрил, и утром она выскользнула из дома с небольшой сумкой. Придя к подруге, она переоделась в новую одежду. Катя знала о ее планах. Свой мобильный Юля оставила также у Кати. На ее молчаливый вопросительный взгляд показала простенькую модель смартфона и сообщила номер, договорившись, что если что-то пойдет не по плану, то позвонит и приедет к ней в деревню. Вечером она сидела на лавочке у подъезда брата. Уже начал накрапывать дождик. Она плакала. Заплакать Юле не составляло труда. Было достаточно подумать о событиях последних 2 месяцев, и слезы сами катились из глаз. Когда к подъезду подходил Иван, Юля начала размазывать слезы по щекам. Парень мельком глянул на нее и прошел мимо. «Как так?» – подумала Юля. «Он же всегда всем помогал, а тут прошел мимо плачущей девушки». Но она решила посидеть еще немного. Иван, придя домой, скинул рабочую одежду и пошел на кухню ставить чайник. Сегодня был тяжелый день, и мысли были только о том, чтобы поужинать, принять ванну и лечь спать. Выглянув в окно, он заметил, что у подъезда сидит девушка, которую он заметил по дороге, а на улице уже начался прям хороший дождь. «И вот что она там сидит?» – подумал он. Выключив чайник, он оделся и спустился вниз. «Вы скоро совсем промокнете. Идите домой». Юля подняла заплаканные глаза. Нет, она не ошиблась в нем. «Мне некуда идти». «Пошли. Согреешься, расскажешь, что случилось, и, может, смогу чем-то помочь. Я Иван, а тебя как зовут?» «Юля». Они поднялись в квартиру. Внутри все скромно, но чисто и уютно. Юля прошла в ванну и переоделась в вещи, которые у нее были еще в сумке. Когда она зашла на кухню, там стояли тарелки со скромным ужином и горячий чай. «Присаживайся, поешь». После ужина за чаем Юля начала свой рассказ. «Я наивная дурочка», — сказала со вздохом она. «Живу в небольшом городке в 500 километрах отсюда. К нам в город приехали с кастингом из модельного агентства. Они выбрали меня и пригласили сюда на повторное собеседование. Но это оказалось совсем не та организация. Я сбежала. Сейчас ехать домой нельзя. Мне очень стыдно. Думала, найду что-то тут в городе. Я мечтала о том, что буду работать и помогать маме и сестрам, а я их подвела. Ну, не плачь. Не могу, когда девушки плачут. Сегодня оставайся у меня. Я тебя не трону. А завтра подумаем. Кровати нет, но есть раскладушка. Это моего друга. Он сейчас в командировке. Мы с ним сдружились в детском доме. Вместе окончили техникум и устроились на работу. Нам от государства дали по квартире. Вот одну мы сдаем, а в другой живем». Наутро Юля встала пораньше. Посмотрев запасы продуктов, она решила приготовить блинчики. Тетя Аня часто ее учила готовить то или другое простое блюдо. Ее мама не умела даже сварить макароны,
поэтому главной учительницей поварского дела для нее стала горничная. Иван проснулся и не мог понять, откуда идет такой запах. Зайдя на кухню, он обомлел. На этой кухне еще ни разу не было такого запаха. Юля просто улыбнулась в ответ. «Знаешь, пока нет моего соседа, можешь пожить у меня. Вместо платы с тебя вот такие завтраки. Днем я на работе, а у тебя будет возможность спокойно искать работу». Юля согласилась. Вечером она встречала Ивана ужином, рассказывала, где оставила резюме и как ей нравится город. Завтра был выходной, и Иван предложил показать город. Они гуляли по парку и катались на колесе обозрения. Уже неделю Юля жила у Ивана. Она полностью убедилась в том, что он хороший, и пора было заканчивать этот спектакль. Единственное, что ее смущало, это то, что он с ней ничем не похож, а она была очень похожа на маму. Придя домой после прогулки, у Ивана в коридоре порвался пакет, и яблоки высыпались на пол. Юля наклонилась вместе с ним, и тут они встретились взглядами очень близко, и Иван поцеловал ее. Юля отпрянула от него, как от огня. «Прости, я не хотел, просто... Нам нельзя, нельзя, понимаешь? Ты мой брат!» Иван стоял в оцепенении, а потом рассмеялся. «Ты не можешь быть моей сестрой. Мои родители погибли, когда мне было 10, и у меня точно не было сестры». «Как так? Но я узнала все в детском доме, техникуме. Вот ты на фото!» И она протянула фотокарточку. «Ну да, это я. А еще мой друг Ванька, который в командировке». Юля перепутала мальчишек. Этот смотрел прямо в объектив, а второй был боком. Поэтому она решила, что нужный ей мальчик – это тот, кого лучше видно. Они прошли на кухню, и Юля все рассказала. Потом встала. «Мне пора уходить. Извини. Подожди. Ваня приедет через 2 дня, так что у нас есть еще время на прогулки. Он очень хороший, даже лучше, чем я, и будет рад узнать, что у него есть семья. Вот только не надо его обманывать». На следующий день они опять гуляли. Юле очень нравился Иван. Он не был таким, как парни из ее окружения. И теперь, зная, что он не ее брат, она позволила себе приглядеться к нему, как к парню. А вечером уехала к подруге, а потом домой. Она не хотела знакомиться с братом до разговора с отцом и попросила Ивана тоже ему пока ничего не рассказывать. Ей предстоял разговор с отцом. «Вижу, ты отдохнула, улыбаешься». «Пап, мне надо тебе кое-что рассказать». «Погоди, давай сначала я. Знаешь, я много думал. Ты права, нам надо познакомиться с твоим братом. Да, мой друг предал меня, но нельзя по одному человеку судить о всех. Поедешь завтра со мной в детский дом?» «Пап, тут такое дело, я его уже нашла». И она все рассказала. Отец пожурил дочь, сказав, что нельзя вот так идти к незнакомому человеку. «И я смотрю, ты о том парне рассказываешь с такой улыбкой. Я должен что-то знать?» Юля кивнула. «Пап, он мне очень нравится». «Значит, звони ему и приглашай парней завтра на ужин. Думаю, ты с Анной придумаешь, что приготовить». На следующий день Юля и тетя Аня убирались и готовили есть. Раздался звонок в дверь. На пороге стояли 2 парня. Один широко улыбался и протягивал Юле букет, а второй немного смущался и теребил букет у себя в руках. Через полчаса за столом была уже непринужденная обстановка. Все разговаривали, шутили. Юля давно не видела, чтобы отец так радовался и улыбался. После окончания ужина все попрощались. «Юль, знаешь, а они хорошие парни, а еще и специалисты. Как думаешь, согласятся работать на меня?» «Пап, думаю, они будут рады». Прошел год.
Да кто ж звонит так рано в выходной? Юля взяла телефон и увидела, что это ее подруга Катя. «Кать, что-то случилось?» «Юлька, мы скоро будем с тобой родственницы. Ваня сделал мне предложение. Подъем, Сони! Встретимся у меня на даче. Будем праздновать». Юля повернулась к мужу. «Вань, ты слышал? Брат наконец-то созрел и сделал Катьке предложение». Иван обнял Юлю. «Значит, давай собираться. Спорим, я быстрее соберусь. И надо заехать за твоим отцом». Они быстро оделись, а когда выбежали из дома, столкнулись с Матвеем Ивановичем и остановились. «Что, не ждали, что соберусь быстрее молодежи?» – рассмеялся он. «Сегодня нас везет водитель. Поехали. Надо заскочить еще за цветами и шампанским». Матвей Иванович был счастлив. Год назад он и подумать не мог, что приобретет 2 сыновей, а сейчас у него будет еще 1 дочка. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До свидания.